Привет, друзья! Не зря мы сегодня с вами собрались поздней ночью. Все дело в том, что я хочу закоптить грудинку. Делать будем варено-копченую, холодным копчением и варить в сувиде, по принципу ребер, которые мы недавно вам показывали. Но тем не менее рецепт интересный, и в качестве колбасы или альтернативы на хлеб получится просто идеально. Все, что нам нужно сейчас сделать, это сделать посол. Поэтому сейчас расскажу немножечко теории. Для того, чтобы приготовить варено-копченую грудинку, есть два способа посола: сухой и мокрый. Мне мокрый нравится больше, потому что он позволяет вам сэкономить время за счет того, что мы будем шприцевать нашу грудинку. Она промаринуется достаточно быстро, просолится. Буквально сутки, 24 часа, даже 12. И ей будет достаточно для того, чтобы перейти к следующему этапу. С сухим посолом нам придется потратить на это дней 5-7, для того, чтобы соль полностью прошла внутрь мяса. Поэтому первым делом я поставлю кипятиться воду. Я рекомендую настоятельно использовать именно кипяченую, чтобы никакие бактерии не попадали внутрь мяса. У меня есть такая походная штучка. Что же касается пропорций, что для сухого, что для мокрого посола, они будут одинаковыми. 20 грамм соли и 5 грамм сахара на 1 килограмм мяса. Но если вы хотите сделать мокрый посол, то еще понадобится 100 мл воды для того, чтобы это все растворить и все полностью разошлось перед тем, как нашприцовывать грудинку. Поэтому соль и сахар растворяем в воде. У меня сегодня на столе 3 килограмма свиной грудинки, поэтому в 300 мл воды 60 грамм соли и 15 грамм сахара. А саму грудинку, она у меня вот такая, хорошая, мясистая, со шкуркой и с хрящиками. Я разделю ее на две части. При этом хрящики я всегда оставляю, с ними, на мой взгляд, получается намного более яркий вкус. Просто разрежу пополам, чтобы удобнее было коптить. Посмотрите, какой шикарный рисунок. Если же вы никуда не торопитесь и решили остановиться на сухом посоле, то просто смешиваете соль, сахар и натираете со всех сторон грудинку этой смесью. После этого плотно закатываете в пленку или накрываете чем-то и оставляете для просолки. Мы же дождемся, когда наш рассол приготовится, немножко остынет, и будем нашприцовывать грудинку. Ну что, друзья, наш рассол остыл, и самое время нашприцевать нашу грудинку. Можно использовать шприц колбасный, а можно медицинский. Набираем рассол. И планомерно, поступательно нашприцовываем грудинку. Все, рассол у нас закончился, грудинка нашприцована. Это значит, что от нас на этом этапе больше ничего не требуется. Заворачиваем ее пленкой и убираем в холодильник просолиться примерно на сутки. Завтра вечером вывесим ее обсушиться и начнем копчение. Ну что, друзья, у нас прошли сутки. Снова вечер, снова мы с вами на том же самом месте. Наша грудинка просолилась. Давайте срежем пленку, посмотрим, что она из себя представляет. В целом ее внешний вид не изменился, я думаю, что он вас не удивит. Наша задача сейчас максимально обсушить грудинку и дать ей проветриться, хотя бы пару часов, для того, чтобы ее поверхность тоже подсохла. После этого мы будем ее коптить, потому что на влажный продукт копчение ложится достаточно плохо, может появиться горьковатый привкус, а на сухом продукте все происходит идеально. Вот смотрите, почему еще важно использовать лоток для посола, потому что сок, который будет выделяться из грудинки соленый, он остается внизу и дополнительно просаливает, если что, грудинку. Использовать буду обычные бумажные полотенца. Хорошенько обсушиваем продукт со всех сторон. Конечно, если вы экономите бумагу, то использовать бумажные полотенца совсем не обязательно. Можно просто сразу вывести ее обсушиваться, и за какое-то время влага уйдет сама. Так получается намного быстрее. Все. И теперь нам нужно наколоть ее на какие-то крюки, или просто за что-то подвесить и оставить на пару часов. Так как у нас осень, на дворе достаточно прохладно, мух нет, насекомых нет, я не буду ничем ее закрывать. Если делаете в более теплое время в квартире или еще что-то, не хотите, чтобы что-то село или попало на вашу грудинку, можно замотать, например, в несколько слоев марли. Я буду использовать обычные крюки из нержавейки. Прокалываем мясо и шкуру. И, как я и сказал, оставляем на пару часов. Ну а мы давайте пока с вами соберем коптилку. Здесь у меня все стандартно, вы иногда спрашиваете по отдельности по частям, поэтому давайте расскажу. Это у меня колба для щепы, сюда она засыпается. Поджигается снизу, по ней идет дым, который по этой трубке попадает сюда. Это конденсатор, который охлаждает дым. И они вот так вот соединяются.
Все, соответственно, дым у нас в камеру поступает охлажденный, и нам осталось этот конденсатор просто прикрутить. И вот здесь вот закрепляется внутри шкафа. Соответственно, дым попадает туда и выходит, естественно, через отверстие наверху нашего ящика. У меня это клееная древесина. Лучше, если, конечно, у вас ящик нержавеющий, уж тем более с какой-то термошубой, чтобы не выпускать температуру и лишний дым. Но что есть, то есть. Засыпаем щепу. Сегодня я буду работать на смеси ольховой и грушевой щепы. И начинаем копчение. В мою колбу помещается 400 грамм щепы, этого примерно хватает на 8-10 часов копчения, в зависимости от того, какую интенсивность мы зададим на моторчике, который будет подавать воздух в нашу колбу, для того, чтобы интенсивность дыма можно было регулировать. Я выставлю минимальную, и мы оставим на ночь. 8 часов будет вполне достаточно для того, чтобы придать нашей грудинке благородный, такой хороший, легкий дымный аромат. Сам моторчик максимально примитивен и прост. Трубки, по которым подается воздух, подсоединяются к нашей колбе. Все, что нам останется, это закрыть крышку и поджечь щепу. Для начала развесим равномерно продукт. Развешиваем так, чтобы продукт между собой сильно не соприкасался и между ним мог циркулировать воздух, а соответственно и дым. Поджигаем щепу, закрываем дверцу и оставляем на ночь. Мы видим, что дым стал активно поступать в камеру, закрываем ее и оставляем. Как видите, с точки зрения трудозатрат, на данном этапе все тоже идет без проблем. Просто повесили и оставили ждать. Времени требуется минимальное количество. Ну что, друзья, вечер третьего дня. Грудинка коптилась, как я и говорил, всю ночь. Утром копчение прекратилось, и весь день она проветривалась. То есть она просто висела для того, чтобы излишки вот этого дыма, кислоты ушли, и у нас остался только благородный аромат. Сейчас мы ее из коптилки вытаскиваем, где она отвиселась, вакуумируем ее и будем ее варить. И вот она, наша красота. Не стоит переживать того, что копчение сейчас выглядит достаточно светлым. Во-первых, это не горячее копчение, как некоторые привыкли, чтобы продукт был такой, вот как дерево, коричневое прям. Это нам не нужно, у нас легкое копчение. И во-вторых, оно проявится намного сильнее, когда пройдет термическая обработка нашей грудинки. На данном этапе наша грудинка сырокопченая, поэтому нам нужно ее довести до готовности. Вот и она. Что же касается варки, я для этого буду вакуумировать, для того, чтобы вода не соприкасалась с мясом. Если у вас нет вакууматора, можете использовать пищевую пленку, плотно-плотно замотав со всех сторон, чтобы влага, опять же, не попала внутрь мяса. Берем пакет и отправляем туда грудинку. И вакуумируем грудинку. Хороший плотный кусок. Отлично. Ну и теперь наша задача довести грудинку до готовности, что означает, что температура внутри нее должна стать примерно 72 градуса. Точнее, не примерно, а 71-73 градуса. Для этого можно воспользоваться несколькими способами. Можно варить ее в кастрюле. При помощи термометра регулируем температуру нагрева, смотрим, как только вода доходит до нужной температуры, уменьшаем нагрев, выставляем его так, чтобы температура все время держалась на этом значении. Можно использовать духовой шкаф. Если там, опять же, есть более точные настройки, то есть наливаете в лоток в какую-то воду, опускаете туда продукт и убираете в духовку. Лучше использовать термометр для того, чтобы убедиться, что внутри батона, точнее внутри колбасного изделия, скажем так, температура достигла нужных градусов. Либо использовать сous-вид, чем я сегодня и воспользуюсь, потому что это очень сильно облегчает работу. Теперь вода будет выступать в роли водяной рубашки, которая и приготовит нам нашу грудинку. Закрываю крышку, выставляю температуру 72 градуса на сous-виде и оставляем так на несколько часов. Нам остается только дождаться температуры готовности нашей грудинки. После этого ее нужно будет хорошенько охладить. Можно сделать это под проточной холодной водой или просто быстренько охладить ее в условиях комнатной температуры, после чего убрать в холодильник для того, чтобы она отлежалась в идеале хотя бы часа на 4, чтобы все затвердело, грудинка стала холодной, тогда это получится отличное колбасное изделие. Ну и наконец-то мы можем продолжить снимать днем, пока еще не совсем темно и можно покушать грудинку. Посмотрите, как я и говорил, она у нас приготовилась. Я ее прямо в этих вакуумных пакетах убрал в
в холодильник для того, чтобы она полностью остыла. Предварительно перед холодильником можно окунуть их в холодный душ, ну, то есть подержать под проточной холодной водой или в большую емкость с большим количеством холодной воды опустить на какое-то время, чтобы она быстро сбросила температуру до прохладной. Она отлежалась, и как любой хороший копченый продукт, она изменила немножко цвет. Во-первых, во время приготовления и во время отлежки она потемнела, и появился вот этот уже знакомый всем аппетитный золотистый оттенок копчения. При этом, опять же, как я и говорю, холодное копчение, оно намного полезнее и качественнее, и это не такой вот смолистый, желтый, горький такой копченый цвет, а просто приятный, хороший оттенок. И вот уже после того, как она отлежалась в холодильнике, все вкусы и ароматы внутри распределились, наш деликатес готов к употреблению. Давайте нарежем и посмотрим, что же там внутри. Достаточно плотный такой батон получается, то есть грудинка упругая, не вялая, не рыхлая. Аромат божественный, легкий аромат копчения и ветчинный аромат, такой хороший, насыщенный, мясной. При этом структура достаточно крутая, как на мой взгляд. Мясо внутри розовое, это за счет того, что оно достаточно долго просаливалось. Плюс копчение, оно тоже выступает неким фиксатором окраски. Конечно, этот цвет еще можно было бы сильнее усилить, если использовать нитритную соль. Но, как я и говорил, если хотите хранить долго, используйте нитритную соль. Если планируете раздать друзьям, знакомым и сами съесть в течение недели, то обычной соли будет вполне достаточно. Но я думаю, что самое время попробовать. Сама грудинка мягкая, буквально расходится по волокнам. И даже шкурка у такой грудинки получается очень мягкая и жевабельная, что я очень ценю. Обалденно. Но бутерброды с такой колбасой, ветчиной, грудинкой получается просто восхитительные. Да с черным хлебушком.